Всем доброй ночи, друзья мои. Я вам говорила не раз и повторяю еще раз. Мне абсолютно не интересно, какие есть каналы магии в Ютубе, вообще в интернет-пространстве. Я никогда этим не интересовалась, этими каналами, никогда там не лезла, не смотрела. Могла только посмотреть, если видела похожие названия или явное просто наглое воровство моих работ. Я могла там посмотреть, предупредить, чтобы удалили, и после забыть про этот канал. Иногда мои зрители видели такое, сообщали, говорили, то же самое происходило, предупреждали. Если человек удалял, я забывала вообще о существовании этого человека. Я считаю, что кто настоящий, кто не настоящий, должны судить люди, результаты их работ, их образ жизни. Ну, мы не дураки все, надеюсь, прекрасно видим, понимаем, насколько человек востребован, насколько он уважаем, насколько он пользуется интересом людей, да? Сколько людей к нему обращается, сколько благодарности, скольким людям помогли работы этого человека. Или этот человек сам помог. Вот поэтому всему и складывается как бы мнение о человеке. Настоящий это практик или так себе. И поэтому я всегда говорю, это у меня Зена храпит, я всегда говорю, молитесь хоть святому огурцу, вообще без разницы. Говорите о вашей древности, хотя многих, я знаю, они были мои зрители, потом открыли каналы и начали себя называть ведьмами, колдунами. Меня это вообще не волнует. Не интересует, потому что я считаю, что разумные люди сами разберутся. А всех подряд спасать, знаете, я не спаситель лохов сия Руси. Невозможно спасти человека, если человек сам не делает выводы, не понимает, лезет без проверки. И потом, естественно, огребает по полной. Но если затрагивают мое имя, не имея никаких знаний, ни ума, ни мозгов, ни соображений, лезут в мою работу, пытаясь очернить меня просто без причины. Люди, которых я знать не знаю, но они пытаются это сделать, то эти люди очень сильно пожалеют о том, что они влезли на мою территорию. Пожалеют, потому что я им спуску не дам. Я им перекрою весь кислород. Дышать не дам. Я им покажу настоящие работы. Потому как, не имея 3 классов образования, абсолютно лишенные ораторского искусства, абсолютно лишенные каких-то глубоких знаний тайных, я уж молчу, вообще не говорю о силе, о способности какой-то и так далее, сидеть и обсуждать мои работы, просто тыкая пальцем, называя это ерунда, это фигня, это глупости, это не работает, это ерунда и так далее. Никаких аргументов, никаких знаний, ничего. Обсуждать что-либо можно тогда, когда ты понимаешь в этом что-нибудь. Вот это все равно, как мне обсуждать квантовую физику. Вот так тыкать пальцем и говорить, да ерунда это все, да фигня это, да что это за термины такие интересные, да что это за смешные такие книги физики, да что это за профессора, да что за ересь. Понимаете, это будет смотреть, по крайней мере, не просто дешево, а не очень нормально, когда человек, не понимающий в этом ничего, лезет это обсуждать. О чем это говорит? Это говорит о недалекости этих людей, потому что люди недалекие, люди абсолютно пустоголовые, ноль интеллекта, они не думают, они не смотрят далеко. Им главное сейчас утолить эту жажду зависти и злости, потому что удачливый человек, он всегда мишень, это нормально. Но это так было всегда испокон веков, и так будет, человек не меняется, и человечество в том числе. И просто если ты яркая личность, если тебя благодарят, а подобные существа всегда думают, что это просто такое счастливое стечение обстоятельств. То есть почему тебя благодарят, почему ты как бы пользуешься у людей уважением и так далее. Это просто тебе повезло.
И самый интересный мой знак вообще Водолей – это люди, у которых нет понятия удачи вообще. У Водолеев нет удачи в жизни. Вообще забудьте. Водолей, все, что имеет в своей жизни, это все результат труда. Водолей трудоголик. Результат просто труда день и ночь. У водолеев нету, в судьбе не обозначается даже 5 минут удачи. Вот они неудачливые люди. Все, что у них есть, это результат их труда. Будет труд, будет у них удача. Нет, значит нет. То есть это не тот момент, чтобы они могли удачно выйти замуж, они могли удачно там кому-то понравиться, им предложили вот просто вот какую-то должность просто так, ни за что. Если у других людей есть какая-то удача, вот они оказались в нужное время, да, в нужном месте, или нужный человек их полюбил, озолотил, или что-то еще, или бабушка там какая-то за границей миллиардерша умерла и просто вот оставила все наследство, и вот удача. У водолеев этого понятия удачи нет. Все, что у них есть, это только благодаря их труду. Поэтому у такого человека, как я, нету такой удачи, как может кому-то показать. Что это удача. Это просто удача. Эту удачу я приближала своими работами. И вот эти вот существа двуногие решают, что делать себе имя за счет такого человека. Кроме того, это же очень льстит, когда ты воюешь с самой Ингой Хосроевой, знаешь ли. Они думают, что если на них обращают внимание, над ними смеются, иногда пинают их, это значит внимание, это значит воюют с ними. На самом деле, когда собака под твоим окном тявкает весь день, с утра до ночи, тяв, 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 тебе же это раздражает, ты хочешь отдохнуть, ты хочешь спать, у тебя ребенок спит, у тебя дома собаки, кошки отдыхают, да, и это тебя, ну, просто действует на нервную систему, ты просто выходишь, чем-нибудь тапком швырнешь в эту собаку, чтобы она заткнулась, и дальше пошла. Вот это тот же самый эффект, поверьте мне, именно тот самый, потому что если бы я ощущала в этих людях врагов, я бы совсем по-другому с ними поступила и вела себя. Но когда, ну, просто вот это обычная тявкающая собака. Тяв, 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 тяв. Твои мужики, твои эти сплетни, какие-то всякая грязь и так далее. Сейчас это называется критика. В наш век, 21 век, почему-то обливание дерьмом человека уже считается критикой. То есть лезть в его личную жизнь, обсуждать его операции, обсуждать его увечья, обсуждать его жизнь, да, его, значит, там, глаза, не знаю, фигуру, сколько весит, что ест, с кем говорит. Это сейчас у нас называется критика. А критика, знаете, что такое? Критика вообще обозначает вот следующее. Будучи профессионалом с большим опытом в какой-либо сфере, помочь менее опытному профессионалу внести ясность, объясняя, как лучше сделать, улучшая его работу. Это критика. Критика, обнулить другого человека, это не критика, это удел жалких существ. Как Екатерина Великая сказала, заслуг не признает тот, у которого своих нет заслуг. Вот действительно так. И вот заметьте, чем тупее человек, чем необразованнее, чем наглее, он более такой, знаете, уверенный в себе, что вот именно так и надо жить. И именно он считает это умением жить. Вот никто не догадался, что можно вот так вот грязно играть. А вот она догадалась, представляете? Она вот догадалась вот так вот сделать. Первое время возмущаешься, потом уже смешно становится, потому что ты понимаешь, что ну, это не тот случай, это не тот враг, который для тебя ну, составляет какую-то там, я не знаю, опасность, что ли. А про конкуренцию вообще смешно говорить. О чем мы говорим? 50-60 сплетниц несчастных, неудавшихся, которых я послала на 3 буквы, потому что там мужа вернуть, еще что-нибудь, сказала, давайте отсюда. И вот они пошли, и вот тяв, 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 вот это вот тявкающие шавки у окна, которые тебя просто раздражают некоторое время, а потом уже ты вообще даже на это не обращаешь внимания. Но тявкающие шавки, они на этом не останавливаются. Они стараются лезть как можно больше теперь, значит, дальше пойти. Данная особа с Кишлакского района, значит,
посмотрела древние заклинания, сравнивает себя со мной. Но, так хочется сказать, как в этом фильме, да, милочка, не туда лезешь. Я историк. Я преподавала так, что мои студенты, просто открыв рот, меня слушали. Они ждали мои лекции. И мои зрители, им не нужно объяснять, почему. Потому что я историк. Я первоклассный историк. Я это говорю без лишней скромности. Так вот, историки, которые столько знают, они много исследуют, много смотрят, много изучают. У них широкий круг общения именно с людьми своей профессии, с людьми, которые в архивах работают. Ничего удивительного, если этим людям отправляют определенные древние какие-то книги, ну или фотографируют, скринят там древние книги. Конечно, миллиарды стоят, никто их не сможет отправить, но содержание мне важно. И эти древние заговоры собраны на протяжении 20 лет. Я ездила по Золотому кольцу России, я возила туристов. Я была на раскопках в Великом Новгороде, в Пскове, в Элисте, рядом с Элистой, там, где Садовые, по-моему, да, Садовые называется. Вот чуть подальше курганы мы там исследовали. Я была на исследовании столицы Орды Сарай-Берке. Ну, с кем ты себя равняешь? Древние заговоры. Ну, вот услышали древние заговоры, значит, им надо тоже срочно. Древний заговор моего рода. Мне напоминает вот этот вот, вот эту клоунаду, когда ты выставила книгу, значит, Алистера Кроули, да? Правда, он там взял, да, старинные древние печати, все. Но эта книга не очень давно издана. И сказала, что это книга джиннов твоей бабушки. Вот эти древние знания, когда мы все смеялись просто навзрыд, от той самой бабушки, которую армян узнают по ногам. Видать, она там валялась под ногами долго. И армян просто сразу по ногам узнает. У тебя просто ненависть к моей национальности и ко мне. Больше ничего. Твоя вот эта вот каждодневное твое тявканье объясняется только этим, ненавистью к моей нации. Ты каждый раз это подчеркиваешь и каждый раз это говоришь. Ну уж что тебе делать теперь? Тебе придется смириться. Я есть представитель одной из самых древних наций, я этим горжусь. Смиряйся уже, у тебя выхода нет. Так вот, вот я стала... Я же не обращаю внимания, да, на это все. Я как-то презрительно вообще отмахиваюсь, как от этих тараканов. Мне плевать, что они там хавкают. Вот поняли, что это не помогает. Теперь древние заговоры выставляем. Вот назло Хосроевой. Вот я буду выставлять древние заговоры. Точно так же, как книга джиннов моей бабушки, которую написал Алистер Кроули. Вы этим только выставляете себя на посмешище. Вот просто становитесь клоуном, и больше никак невозможно это говорить. Это смешно. Если бы вы не затронули меня, мне было бы вообще плевать, что вы там выставляете. Если бы вот такого человека, как я, не трогали, вы могли бы дурить кого хотите, где хотите, и вот эти книги джиннов показывать. Я бы о вас и не знала. Но когда ты затрагиваешь такого человека, как я, ты должна знать, что ты получишь очень сильный ответ, и прям очень сильный. Конечно, у тебя семейные проблемы это начались, и вот это вот сумасшествие, которое мы наблюдаем, да. Да вообще все, кто перелись там, вот, лезли на рожон, они все со временем, потом эти голосовые начали друг на друга выставлять, вот эти все эти мордобои между собой. Ну, в общем, опозорились по полной программе, и мы это все увидели. И вот то, что вы делаете, это одержимое сумасшествие. Потому что каждый день... Вот каждая буква в следующий раз, значит, ролик выходит, меня отмечают на нем. Мне плевать вообще на эти ролики, но отмечают, оно же выходит, где тебя отметили. Каждый вздох, каждый разговор, каждый взгляд, каждое слово. Тут же, значит, обсуждение. Вы не понимаете, что вы выглядите смешно? Ну, просто взрослые люди ересью не занимаются. У вас такая прекрасная жизнь. Вы такие счастливые женщины, замужние, счастливые, любимые, богатые. Живете просто как шахини. Но почему-то каждый день смотрите на меня, что я сказала, как я сказала, кому что сказала, какое слово куда вставила, где запятую забыла. Счастливые женщины занимаются своей жизнью. И по ночам занимаются любовью. Они сидят, смотрят, что там Хосроева сказала. Если что, так на всякий случай. Так вот,
Что я хочу сказать? Стырили из моих всех ритуалов. Понимаете, что бы вы ни делали, ни снимали, мои зрители всегда знают, что я это уже людям дарила, и поэтому ваша эта ересь, она абсолютно смех вызывает, больше ничего. Значит, я же от Рушан, там мы с Яной ставили все лето, снимали ритуалы. Как же ж наши... Сколько у тебя имен-то, ёкала мне? Раз, два, три, четыре. А уже запуталась, извиняюсь, конечно. В общем, сколько у тебя там имен? Сборник, вот этот сбор этого, того, со всех канализаций. И вот эта вот девушка решила, чем она хуже. Тоже огонь зажгла вообще. Вот, ты смотри, еще не спали там лес. Сейчас вообще-то ветер, и огонь надо в емкости зажигать. А то, знаешь, от зла, как говорится, на зло соседу китаец повесился, как будто так не случилось. Так вот. А то мои слова, правда, пророческие окажутся, когда у вас пылает 5-я точка всеми этими цветами радуги. Запылала. Значит, огонь воплощения, если помните. Священный от Рушан. Исполнение желания через огонь. Огонь, Молохов огонь и так далее. С огнем связано огромное количество у меня ритуалов, и я дарила, и чистки с огнем, и так далее. И как бы ж, наша же это самое веслоухое не может отстать от меня. Мне, если честно, вообще без разницы. Но когда меня отмечают все время, отмечают на этой фигне, я сегодня уже то есть ночью это было снято, я сижу, мне пишут: Инга, а это не ваш ритуал взяли и выставляют за свой? Я говорю, ну, не знаю. Ну, у вас, говорит, немножко по-другому названо, а здесь какое-то название. Посмотрите, пожалуйста. Я захожу, я даже не знала, что это за канал. Он же каждый день и канал, имя тоже меняет, и свое имя, и канал, и имя. Уже доказано учеными, что это люди неадекватные, у них раздвоение личности. Люди, когда все время меняют свои имена, каналы, там постоянно аватары меняют. Это люди с раздвоением личности. Это такая или легкая, или уже глубокая шизофрения. Захожу, ой, ты что, ты наш старый знакомый. Значит, вообще непонятно. Древний ритуал моих предков. Но я там ритуала не увидела. Зажигаем огонь, вот такой. Вот такой огонь, значит, круглый. Посредине какую-то хренюшку поставила. Я даже не поняла, что это кружка была, что это было. Кружка водки на столе. И она что-то сказала. Это древний ритуал. Вот если ты сделаешь, вот послушай, вот возьми, делай как надо, и ты увидишь. А если не так сделаешь, то сама знаешь, что будет. В общем, честно, я не поняла, в чем там ритуал. Надо зажечь возле реки. Какой реки? Реку покажи. Ты просто у себя в огороде. Какой реки? Никакой реки там не было в помине. Подальше, может, есть река. Так вот, значит, надо зажечь вот эту херню. Дальше что? И надо... Вот у нее древний ритуал, ее предков, которые все время... Но ритуал-то где был вообще? И если вдруг кто-нибудь возьмет, и вы посмотрите. Ни слова, ни действия, ни объяснения, зачем это надо. Причем здесь круг огня вообще? Ну, есть в ритуалах круг огня, конечно, и огонь есть, и круг огня, и все это в интернете тоже полно информации можно вычитать. Это... Тут мудрости особо нет. И вот, если ты возьмешь, дело в том, что не то, чтобы ты такая умная, и ты знаешь или предвидишь будущее, что я возьму. Ты просто знаешь, что если ты меня задела, я тебя вот так вот, понимаешь, в карман положу. Ты просто понимаешь, что если ты меня задела, я обязательно покажу тот ритуал, который действительно ритуал, а не это ересь. Так вот, никакого древнего знания твоих предков не было. Твои предки в кишлаке доили овец всю свою жизнь. Абсолютно ноль. И как твоя матушка была необразованная, как ты, так и твои дети пойдут так же. Там считать, писать умеет, очень хорошо, замуж дали и до свидания. Поэтому никаких знаний в твоем роду, у твоих предков в жизни не было, кроме как доить баранов. Абсолютно. Никаких древних знаний у тебя нет, никакими древними знаниями и ритуалами ты не обладаешь. Успокойся и сиди. Почему я говорю предисловие такое? Я объясню.
любую твою ересь, любую твою хрень собачью, и ты даже не мечтаешь, что я буду сейчас твои ответы слушать. Я тебе клянусь сыном, я очень редко, когда кидают, что вот посмотрите, вот когда вы грызли, слушала, смеялась, и когда вот говорят, а вот это не ваш ритуал, когда смотрю, что и идея моя, и взята, и смотрю, думаю, в наглую взяли, если... Нет, а здесь даже ничего не взято. Здесь вообще непонятно, что. Зажечь вокруг какой-то огонь. Надо вот это так вот делать и к предкам, и у него вот предки, и древние знания. А где эти знания были, и где эти предки, и о чем этот вообще ритуал, и для чего он такой? Что мы просили, кого вызывали, что сказали, вообще не поняла. Так вот, если бы ты меня не затрагивала вообще, ты бы могла дурить кого хочешь своими древними предками и все такое. Ты сидела у меня на канале, дифирамбу пела, потом резко вспомнила, что у тебя древние предки. Так вот если бы ты не пробежала прям возле моих окон, тявкая, если бы я тебя знать не знала и тапками не кидалась оттуда, то мне было бы все равно. Кого ты дуришь и каких-то древних предков ты там рисуешь людям. Но поскольку ты пронеслась мимо моего дома, то любую твою ересь я возьму. Я не буду разбирать, я не собираюсь разбирать твою эту чушь собачью. Что там разбирать-то? Нет. Я такую ересь возьму, просто название, и покажу людям настоящую работу. А теперь смотри, сколько... Тебя будут смотреть вот эту хренотень. И сколько тысяч людей за один день посмотрят мой ритуал, проведут и будут меня благодарить. Итак, огонь желаний. Много ритуалов с огнем я вам дарила. И я вам говорила, что огонь изначально считался космической энергией. И Яздан, бог, которому поклоняются языды до сих пор, один из древнейших богов зороастризма. Он есть огонь, воплощение вселенское. Огонь – сила, которая может излечить, исцелить, сжечь порчи, болезни. Огонь – сила, которая может испепелить. Силой огня люди просили помощи. Силой огня люди оставляли свои болезни и трудности. У славян есть праздник Ивана Купалы, у армян есть праздник Терентес, у грузин есть праздник Дарынджоба. И вот похожие праздники есть у всех народов мира практически. Огонь считался посредником между тьмой и светом, поэтому огонь называли братом света и другом тьмы. Огонь считали силой бога Молоха. С помощью огня он очищал или наказывал. В древних Атрушанах, жертвенниках, горел вечный огонь. Поддерживали этот огонь все время, постоянно. Перед храмом Ахура Мазды, Язданом, перед другими древними силами. Вечный огонь горит сейчас на том месте, где пали наши солдаты в Великой Отечественную войну. Почему? Потому что это идет с языческих времен. Огонь – это энергия, которая питает души. Мы в благодарность им за то, что они пали за нас, питаем их душу огнем, вечным огнем, то есть энергией огня. Мы зажигаем огонь на кладбище, на могилах своих родных, близких. Мы даем их душам огонь, силу огня. Огнем сжигали ушедших для того, чтобы помочь им быстрее освободиться и подняться туда, в небеса, для суда богов, но в любом случае быстрее уйти. Очищались огнем, наказывались огнем, просили огонь, направляли огонь, покоряли огонь. Ну, как бы там ни было, эта великая вселенская сила нас слышит, она живая. Для того, чтобы ваша просьба исполнилась, нужно 6 красных восковых свечей пожертвовать, отдать откуп огню. После того, как вы прочитали 6 раз, дождитесь, пока догорит чуть-чуть, потом потушите их, и огарки соберите и просто выкиньте. Вы отдали в жертву уже огню воск, а взамен попросили что-то. Эта просьба может касаться, например,
То есть в конце говорите, когда вы все сказали, в конце говорите просьбу. Но можно и, я сейчас научу и объясню, по-разному можно это делать. Вы можете попросить повышение на службе, вы можете попросить материальных благ, вы можете попросить продажу чего-то, что давно не продается, вы можете просто попросить удачу и деньги. И время от времени обновлять. Это не чистка. Здесь нельзя просить исцеления там и прочее. Здесь нужно именно просить что-либо. Что-либо то, что для вас сейчас очень важно, чтобы оно сбылось, получилось. Может быть, вам нужно, чтобы у вас с документами получилось. Может быть, вам нужно, чтобы человек вас услышал и помог в этой ситуации. Или чтобы преследования прекратились. И такие просьбы можно к ней в этом ритуале. Итак, читаем 6 раз. Увечный огонь, начало-начал, вселенское божество, Иездана создание, Ахура-Мазды дитя, демонов брат, светлых сил соратник, Молохов помощник. С трона своего смотри на меня, ты энергия мира, сила бытия, могущество твое, бесспорно и вечно. Ты без начала и конца, ты бесконечность. Ты исполняешь, ты исцеляешь, испепеляешь, и желания мои ты исполняешь. Все открыто твоим грозным очам. Воск взамен на просьбу тебе в откуп отдам. Как свечи догорят, так и просьба моя исполнится. Вот здесь можете назвать просьбу, так будет правильнее. Можете в конце, но лучше так сделать. Да будет вечной твоя сила. Я получу, что попросила. Истинно так. Еще раз. Перечисляем все титулы огня, предназначение огня. Возвеличиваем огонь, потому что мы призываем духов огня, силу огня. И, естественно, огонь – это не просто стихия, это космическая сила. Многие древние народы верили, что огонь и есть Бог. Солнцу поклонялись. Тот самый намаз, намаха, приветствие огня, великого огня солнца. Увечный огонь. Начало-начало. Вселенское божество. Ездана создание. Ахура-Мазды дитя. Демонов брат. Светлых сил соратник. Молохов помощник. С трона своего смотри на меня. Ты энергия мира, сила бытия, могущество твое бесспорно и вечно. Ты без начала и конца, ты бесконечность. Ты исцеляешь, испепеляешь, и желания мои ты исполняешь. Все открыто твоим грозным очам, воск взамен на просьбу тебе в откуп отдам. Как свечи догорят, так и просьба моя исполнится. Тут просьбу. Да будет вечно твоя сила. Я получу, что попросила. Истинно так. О вечный огонь, начало-начал, вселенское божество, Иездана создание, Ахура-Мазды дитя, демонов брат, светлых сил соратник, Молохов помощник. С трона твоего смотри на меня. Ты энергия мира, сила бытия, могущество твое бесспорно и вечно. Ты без начала и конца, ты бесконечность. Ты исцеляешь, испепеляешь, и желания мои ты исполняешь. Все открыто твоим грозным очам. Воск взамен за просьбу тебе в откуп отдам. Как свечи догорят, так и просьба моя исполнится. Говорите просьбу четко и ясно. Да будет вечна твоя сила. Я получу, что попросила. Истинно так. Любую ересь, лепет детский, тем более взятый из моих идей, и неважно уже каких, я возьму и покажу настоящий ритуал. Так покажу, чтобы ты поняла, где работа, а где просто желание кого-нибудь укусить, кого-нибудь принизить, что-нибудь такое сказать, сделать, чтобы было другому неприятно. Сейчас увидишь, сколько людей вот этот ритуал возьмет, увидит, сделает, и сколько людей твою ересь посмотрит. Древний ритуал твоих предков, в которых нет ни слов, ни заговоров, ни понятия, ни объяснения, ни знания, ничего.
Я говорю и повторяюсь. Ни один кишлак никогда в жизни не сможет переплюнуть умную армянку. Это невозможно. По крайней мере, для тебя. Поэтому тебе придется смириться. Ну и дальше, собственно говоря, одержимо веселить нас всех. Хорошо, что ты это сняла, кстати говоря. Молодец. Новая идея. Видишь, от таких, как ты, тараканов тоже есть польза. Людям новый ритуал подарила. Настоящую работу, хорошую, достойную. Ты дальше сними, а я буду смотреть и дарить настоящие ритуалы. И не мечтай, что я буду твою ересь, ответную или что там еще смотреть. Это ниже моего достоинства. Знаешь, львы с тараканами не воюют, они их давят. Всем удачи. А тебе крепкого сна, если ты, конечно, сможешь уснуть сегодня. Всего хорошего, дорогие друзья.